Ребята, всем привет! И прежде чем начать основное видео, я хочу сделать небольшое пояснение. Это видео снято специально для новичков. Если вы давно занимаетесь в зале, если у вас хорошие силовые, если вы знаете, для чего служат тренажеры и какие группы мышц вы качаете штангой и гантелями, то, вероятнее всего, это видео не для вас. Но если вы только что пришли в зал или решили подкачаться к лету, то добро пожаловать. И если коротко сформулировать основной посыл данного ролика, то выглядит он так. Первое время делайте турник, брусья и ноги, и не заморачивайтесь тренажерами, штангой и гантелями. И в этом видео я расскажу и объясню, зачем и почему. Привет, народ! Сегодняшний ролик, как вы поняли из названия, для тех, кто впервые пришел в зал и хочет подкачаться к лету. Мы все знаем, что начиная где-то с марта-апреля в зале возрастает количество народа, которые хотят подкачаться к лету, чтобы доминировать на пляжах. Этих ребят всегда видно. Да, они качают предплечья, бицушку, плечи, делают тягу верхнего блока, ну и другие упражнения. Поэтому, ребята, это видео для вас. В нем я расскажу, что вам нужно делать, чтобы максимально быстро достичь успеха и прогресса. Ну и также это видео в такой же мере касается любого новичка, пришедшего в зал. Итак, поехали. Ну и досмотрите видео до конца, так как в конце видео будет анонс новых героев моих роликов. И вот сейчас мы видим знакомое всем упражнение. Да, качаем бицушку. Все, наверное, видели ребят, которые в зале стоят и вот штангами, гантельками, еще чем-нибудь, там блинами, долго и упорно качает бицушку. И тут важно понимать, что вот эти подъемы на бицепс, неважно, что вы делаете, штангу, гантели, делаете ли вы это в тренажере или еще что-то, это изолирующие упражнения. То есть, что значит изолирующее упражнение? Это значит, что у вас работает конкретно определенная только мышца. И то это условие работает только если вы делаете это в правильной технике. Итак, перед вами сейчас будет 3 упражнения. Это подтягивание обратным хватом, подтягивание параллельным хватом и подтягивание на одной руке. Это многоцелевые или так называемые многосуставные упражнения. И в данном случае, в отличие от подъема штанги или гантелей на бицепс, у вас здесь будет работать как сам бицепс непосредственно, так и плечи, предплечья, а также отлично включается спина и даже пресс. Не обязательно делать все эти 3 упражнения вместе, а достаточно выбрать что-то одно. И данное подтягивание вам отлично накачает бицепс. Это не считая того, что во время подтягивания опять же работают и другие группы мышц. Второе любимое упражнение ребят, которые пришли подкачаться к лету, или новичков, это тренировка предплечья. Тут я не знаю, зачем тренировать предплечье отдельно. Возможно, чтобы это было предплечье, как у Попа и моряка. Но, ребята, ваше предплечье качается в тот момент, когда вы висите на турнике и подтягиваетесь. То есть каждый раз, когда вы подтягиваетесь, ваше предплечье становится больше и больше. Какой смысл вам тратить кучу времени? То есть, например, у вас есть условно 1,5 часа тренировки, и вы из этих 1,5 часа половину времени качаете предплечье. Но какой в этом смысл, если вы можете висеть на турнике, подтягиваться, и ваше предплечье работает ничуть не хуже, чем то, когда вы качаете его отдельно. То есть, еще раз, отдельно предплечье нужно качать лишь если вы занимаетесь армрестлингом, или если оно уже у вас огромное, и вам надо его как-то там докачать, улучшить, опять же, там какие-то отдельные пучки и так далее. Во всех остальных случаях это бессмысленно, то есть достаточно обычного турника. Но помимо этого на турнике у вас будет качаться и предплечье, и бицепс, и спина, и плечо. А качая предплечье, у вас будет качаться только предплечье. Поэтому, как мне кажется, выбор очевиден. Дальше плечи.
Обычно это происходит вот в такой манере, то есть какие-то хаотичные взмахи руками. Поэтому, чтобы не забивать голову правильной техникой, потому что, опять же, не имея какой-то мышечной массы и так далее, то есть делать это правильно, концентрированно и направленно, это достаточно трудно. Поэтому, ребята, просто делайте отжимания. Больше вам ничего не нужно. То есть при отжиманиях плечи отлично нагружаются. Просто делайте отжимания. Опять же, плечи у вас работают и при подтягиваниях, как мы уже ранее говорили. Поэтому вот в совокупном объеме, то есть делали вы подтягивания, у вас поработали плечи в том числе, и дальше вы сделали отжимания, и тут тоже нагружаются плечи. Поэтому этих двух упражнений вполне достаточно на первое время, чтобы отлично прокачать и подготовить плечи. То есть у вас от гантелей или от штанги плечи не будут больше. Вот если вы пришли подкачаться к лету, да, или только-только начали заниматься, то есть у вас от штанги и от гантели плечи не будут больше, чем от подтягиваний и отжиманий. Дальше трицепс. Обычно его делают вот в такой манере, раскачиваясь или дергая косички, если это делают в блоке. Любят также делать вот гантели за голову, тоже там всем телом дергать и так далее. Ну, вы это сейчас все увидите. Или делают французский жим, который достаточно травмоопасен для локтей, и особенно если ты новичок, это вообще прямой путь к доктору. Поэтому что вам нужно? Вам нужно делать просто брусья. То есть научиться правильно отжиматься от брусьев. Это делается без раскачки, без излишне сильного сгибания или разгибания локтей. Опять же, видео есть на канале. Я здесь оставлю комментарий сверху, справа у вас будет, на мое видео о том, как надо правильно делать трицепс. И если вы не можете делать трицепс в виде отжимания от брусьев, то можете делать его вот таким вот образом, в виде отжимания от лавки. Можно ставить ноги на какую-то тумбочку, да, или на какую-то поверхность, что более сложно, либо оставлять ноги на полу, и это будет более легкий вариант отжимания на трицепс. Дальше грудь. Зачастую те, кто приходит в зал, да, новички, навешивают себе на гриф по там 5-10 килограмм, то есть у них в сумме там получается в районе 20-30, может быть, там максимум 40 килограмм, и вот они пытаются жать. Но нету в этом смысла никакого. То есть пока вы не можете пожать 40 килограмм на штанге, то лучше делать отжимания. То есть спокойно просто делайте отжимания. Как только вы сможете сделать в районе 40-50 отжиманий за один подход, а этого, например, с нуля можно достичь за месяца 2, да, то к штанге вам вообще не имеет смысла переходить. То есть просто долбите отжимания. То есть каждую тренировку долбите отжимания, каждый раз увеличиваете. Там через месяц, через 2 вы достигаете вот этого результата 40-50 повторений, идете на штангу и со всей вероятностью вы пожмете 40, а то и 60 килограмм. Вот после этого уже имеет смысл идти делать штангу, можно делать разводки, можно делать кроссовер, потому что вы хотя бы начнете чувствовать грудь. Но до этого нету никакого смысла делать штангу. Ну и далее тяга верхнего блока. Это то, что вы сейчас видите. Обычно новички делают это как-то так, и это неправильная техника выполнения. И на самом деле тяга верхнего блока — это аналог подтягивания на турнике. Если вы можете хоть раз подтянуться на турнике, идите и подтягивайтесь. Не тратьте время на тренажер, так как он хорош лишь для тех, кто не может ни разу подтянуться, либо как дополнительное упражнение после турника в день спины.
Тяга верхнего блока заменяется подтягиванием обычным или широким хватом с акцентом на широчайшие мышцы спины. И если коротко, то данное подтягивание даст вам ширину спины. Следующее упражнение называется тяга горизонтального блока. Оно также присутствует в репертуаре каждого новичка и каждого человека, который хочет подкачаться к лету. Направлено оно, выражаясь простым языком, уже на глубину спины и зачастую выполняется неправильно, например, вот так. И данный тренажер можно с легкостью заменить, например, на такие вот подтягивания. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, это пресс. Пресс отлично можно делать на турнике, вот таким вот закидыванием ног. Опять же, во время закидывания ног у вас качается не только пресс, а также задействованы и предплечья, и растягиваются широчайшие. Поэтому, на мой взгляд, это отличное упражнение. Оно ничем не хуже, чем вы делаете сгибание или скручивание на лавке, ну или любые другие упражнения на пресс. Ну и резюмируя все то, о чем я сказал, ну и, собственно, в чем основной посыл данного видео, да, что, приходя в зал, новичок забывает про базу, ведь подтягивание выглядит не очень эффективно, а с гантелей, штангой, в тренажере это все выглядит намного круче и кажется более правильным. Ведь турник можно использовать дома или на улице, а придя в зал, сам Бог велел использовать тренажеры. И это главная ошибка и, как следствие, отсутствие прогресса у людей. На самом деле практически все упражнения для верха тела, которые вы делаете с гантелями, штангами или в тренажерах, особенно на начальном этапе, можно и даже нужно, да, на мой скромный взгляд, заменить турником, брусьями и отжиманиями. И это будет более эффективно, так как у вас будут задействованы несколько групп мышц одновременно. В общем, делайте базу, и как только вы почувствуете мышцы, как только вы увеличите количество повторений, подходов и силовые, переходите на тренажеры и изоляцию. Ну и отдельно вам остается делать ноги. Про ноги тоже не стоит забывать, но это уже другая история и хорошая тема для отдельного видео.